Привет-привет! Давно не виделись. Меня зовут Саша, это «Астрология простыми словами». Сегодня вам расскажу очень интересную тему – соляр. Наверняка многие из вас слышали, но что это такое, никто не знает. Соляр – очень такое непонятное слово. Простым языком, соляр – это ваш персональный прогноз на год, начиная от дня вашего рождения. То есть это положение Солнца точно такое же, как при рождении, но на момент дня рождения в этом году, например, или в том, в котором вам нужно. И по этому показателю мы можем построить такой общий прогноз человека на год, узнать, что его ждет, какие тенденции года, какие проблемы, достижения, возможно, ему придется пройти. Построение соляра штука индивидуальная, для этого нужно строить обязательно натальную карту, высчитывать, когда же именно наступает соляр. Но я сегодня хочу вам рассказать общие рекомендации, как провести 12 дней вашего Нового года после наступления дня рождения. Каждый день он символизирует как бы месяц года новый и сферу жизни вашей. Поэтому есть рекомендации, как правильно символически прожить каждый день в течение 12 дней, начиная от дня рождения, независимо от того, во сколько точно наступил ваш соляр. Итак, первый день соляра. Как правило, это тот самый день, когда и наступает ваш день рождения. Но так бывает не всегда, конечно, потому что день рождения ваш может соляр наступить что ночью, что рано утром, что днем. Но возьмем общее такое время, общее понимание. Допустим, это тот день точно, когда наступает ваш день рождения. Что же это за день? Первый день должен быть посвящен себе любимой или себе любимому. Это день вашей личности, это день вашего «я», вашей внешности. В этот день вообще рекомендуется быть таким, каким ты хочешь, провести его так, как ты хочешь. Хочешь в кино, иди в кино. Хочешь в ресторан, иди в ресторан. Хочешь, приглашай гостей. Не хочешь, не приглашай гостей. Но здесь главное, что день должен быть посвящен вашим желаниям, вашим хотелкам и вашему настроению. Идеально, конечно, провести его в удовольствии для себя. Возможно, поработать со своей внешностью так, как вы любите. Я не знаю, сходить на массаж, например. А может, вы получаете удовольствие от какого-то спорта. Займитесь в этот день этим спортом. То есть поработать как бы со своей внешностью, со своей оболочкой, но чтобы это было, конечно же, в радость. Второй день соляра, тот самый знаменитый, когда некоторые блогеры кидают свои номера карточек куда-нибудь и просят подписчиков скинуть им денег немного. В общем-то, это тоже неплохая история, не подтвержденная, но второй день у нас день денег, день финансов, день ресурсов. В этот день как раз-таки очень хорошо заниматься своими финансовыми источниками, похвалить себя за то, что вы умеете зарабатывать, посчитать свою денежку, сколько вы заработали, и наличные, и безналичные, положить что-то символически на свою карту, то есть как бы прибавить к своему кошелечку денежки, почему, возможно, многие просят, да, чтобы им присылали чисто символическую денежку. В общем-то, это тоже рабочий вариант, если вы никого этим не напрягаете. Почему нет? Рекомендуется не одалживать деньги, не занимать деньги, избавиться от чего-то лишнего, выкинуть какие-то вещи, разобрать гардероб, может быть, какие-то, не знаю, игрушки, обувь, книги, что-то еще. То, что вам уже не нужно, что уже изжило себя в вашей жизни, но, возможно, будет кому-то еще полезным. Поэтому занимайтесь своими деньгами, ресурсами, хвалите себя любимого за то, что вы умеете зарабатывать, посчитайте, сколько вы заработали, порадуйтесь и обязательно побалуйте себя каким-нибудь походом в ресторан, потому что еда – это тоже ресурс, и если он вкусный, это будет радость.
третий день соляра символически отвечает у нас за коммуникацию, за знания, за общение со знакомыми, с соседями и еще за ваших братьев и сестер. Что хорошо делать в третий день после дня рождения? Почистить свои контакты в телефоне, почистить свой имейл, вообще разобраться вот с какой-то информационной такой историей, может какие-то бумаги, документы разобрать, лишние контакты удалить или добавить, угощать своих соседей, своих знакомых. Это не про близких друзей, это просто про хороших, добрых знакомых. Угостите их чем-нибудь в честь своего дня рождения, поболтайте, обменяйтесь какой-то информацией. Ну и если у вас есть братья, сестры, с которыми вам приятно общаться, очень здорово провести этот день с ними, поболтать, отметить, поговорить. Это все у нас про информацию и про братьев и сестер. Еще, кстати, автомобиль тоже у нас идет по этому дому, по этому дню. Можно заняться им. Может, вы себе хотите купить автомобиль в подарок на день рождения. Отличный день, третий день после дня рождения. Ну или починить уже имеющийся. А вот четвертый день наступил. Это у нас как раз про ближний круг, про дом, про родителей, про родину, про самых-самых близких, любимых и родных. Хорошо в этот день провести время с родителями, с мамой, с папой. Если у вас кто-то еще есть ближе, как бабушка, дедушка, в общем-то тоже неплохо. Собраться вместе, отметить опять же ваш день рождения. Еще, возможно, вы планируете переезд куда-то в новое жилище, в новый дом или продажу квартиры, ремонт. Тоже неплохо заняться в этот день такими делами. Рекомендуется ничего нового не начинать в этот день, доделать все старое, посвятить время семье, дому и самым близким. Что еще хочется сказать, что за 2 недели приблизительно до вашего дня рождения, как правило, вы себя чувствуете ослабленным. Почему так происходит? Я, например, всегда так каждый год себя чувствую. Здесь символически можно представить батарейку. Ваша батарейка личная работает весь круглый год и заряжается и начинает активироваться она именно в день рождения, в день вот зажигания вашего соляра. И получается, последние дни перед новым вашим годом вы как бы разряжены. Это действительно часто так бывает, я не раз это слышала и сама по себе знаю, что сил обычно нет, а вроде бы все ждут от тебя, что ты должен быть активным, праздновать, строить какие-то планы, но это нормально. Хорошо за 2 недели как раз-таки заняться, вот знаете, такой внутренней очисткой себя, отдать долги все, простить всех, попросить прощения, прибраться, убраться, выкинуть лишнее, очистить себя и пространство, быть готовым принять свой Новый год чистым, таким просветленным и по возможности добрым. Поэтому не удивляйтесь, что вы себя чувствуете ослабленным. 5-й день соляра. Вот тут стоит вспомнить про своего внутреннего ребенка, вспомнить, чего же вам так хотелось в детстве, возможно, на тот же день рождения, но вам этого не подарили или не смогли позволить. Вот позвольте себе в 5-й день все, что вы хотели, будучи ребенком. Купите себе что-то. Если у вас уже есть дети, пообщайтесь с ними. Этот день просто отличный для игр с детьми, для времяпровождения. Просто с ними побыть и обменяться какой-то энергией взаимной. Рекомендуется не играть в азартные игры в этот день, не переусердствовать с алкоголем, конечно же. Хорошо обдумывать новые бизнес-идеи, бизнес-планы. Возможно, вы в свой день рождения, в свой новый персональный год решили начать какой-то новый бизнес или новый творческий проект. Вот хорошо встретиться с кем-то, с кем вы собираетесь это организовать, обсудить детали какие-то, либо общий план, поговорить об этом. А любовная тема в этот день не должна быть слишком активной. Любовники, любовницы, все ваши ухажеры, не переусердствуйте в этот день с их вниманием. Ну вот мы попраздновали, уже встретились со знакомыми, с родственниками, с родителями. Наступает 6-й день после дня рождения.
Этот день рекомендуется посвятить здоровью, вашему состоянию физическому и моральному, в общем-то, тоже. Все, что связано со здоровьем. Хорошо посетить врача, может какой-то себе чекап устроить. Наступил Новый год, ваш личный, вы стали старше, пойдите проверьте свое здоровье, сдайте кровь, анализы какие-то, все, что вам необходимо. Очень здорово заниматься именно здоровьем. Также могут какие-то навалиться рутинные дела, много-много разных мелких дел. Главное не увязнуть в этой рутине, а видеть главную цель этого дня. И животные тоже прекрасно. Может, вы мечтали о собаке или кошке для себя, вот именно в 6-й день можете смело поехать и подарить себе домашнее животное, либо, если у вас уже оно есть, провести с ним время. 7-й день соляра. Вот пришло время для вашего партнера. Если это супруг или супруга, или просто ваш любимый человек, вот этот отличный день для того, чтобы провести время вместе, побыть вместе. Очень важно в этот день сохранять взаимопонимание, не ссориться, не ругаться, возможно, обсудить ваши дальнейшие планы на совместную жизнь. Если у вас нет никого в личном плане, то хорошо встретиться с бизнес-партнерами, с партнерами по работе, по каким-то проектам. С ними сегодня общение тоже должно быть результативным и, главное, приятным. 8-й день соляра очень важен для развития вашей личности. Вы уже со всеми встретились, вы получили все подарки, вы отметили, вы отпраздновали, отошли уже после этих празднований, и вот он наступил 8-й день. Ваш личный день, когда рекомендуется побыть в одиночестве, подумать о своих промахах, достижениях. Подумать, что бы вы хотели изменить в себе прежде всего, трансформировать в своей жизни, отпустить, может, что-то старое. Любые потери в этот день символизируют освобождение. Символическое, конечно, но если что-то от вас в этот день, 8-й день уходит, значит, на это место обязательно придет что-то новое. Избегайте ревности и страхов в этот день. Еще, возможно, вам кто-то, если соберется подарить или оставить, не знаю, в наследство какую-то крупную сумму или недвижимость или что-то, или вам в этот день одобрят кредит, это тоже очень хороший знак. Не отвергайте, берите смело любые подарки от Вселенной. 9-й день соляра. В этот день прекрасно куда-то поехать, еще лучше за границу, куда-то далеко. Возможно, вы планировали отпуск или какое-то путешествие себе же, опять же, подарили. Общаться с иностранцами, с людьми другой культуры, другого менталитета, на другом языке. Если у вас есть такие знакомые или друзья, обязательно встречайтесь с ними в 9-й день. Еще очень здорово как-то духовно просветиться, возможно, заняться каким-то обучением именно в этот день, посетить какой-то семинар, курсы, подарить себе, опять же, какое-то образование, образовательный курс, путешествие, образование, духовный рост и другие культуры. Вот все это рекомендовано именно в 9-й день соляра. 10-й день после дня рождения символизирует вашу карьеру, статус, ваши достижения. Это не значит, что нужно сразу бежать к начальнику и просить повышения, но подумать о том, куда вы хотите двигаться дальше, поблагодарить себя за то, за что вы уже можете себя поблагодарить, чего вы достигли, нужно обязательно сказать, что я молодец, я уже очень многого достиг, и подумать о дальнейших своих мечтах и планах. Возможно, пойти к руководству и обсудить ваши пожелания. 11-й день соляра символизирует ваших единомышленников, ваши коллективы и даже друзей, и астрологию в том числе. В этот день прекрасно быть среди людей, сходить в торговый центр, сходить на концерт, сходить в какое-то место, где много людей, может быть, фестиваль. Еще в этот день, именно в этот день хорошо брать консультацию у астролога. Возможно, вы себе тоже ее подарили или решили составить прогноз на следующий год. Вот этот день подходит для астрологии, для общения с единомышленниками, для тусовок в общественных каких-то местах и, конечно же, получения удовольствия от этого всего.
Ну и последний, 12-й день соляра – это ваша духовная сторона жизни. Здесь важно, в общем-то, как и в 8-й день во многом, побыть в уединении. Но хорошо еще заняться таким, знаете, самопознанием. Здесь уж кто чем занимается. Может быть, уехать в какой-то ретрит, в какой-то такой вот санаторий, где вас будут прокачивать ментально, да, сходить банально в храм, возможно, да, вам это важно, помолиться, если вы хотите. То есть это день для собственного духовного роста, для ментального здоровья. Если вам это все чуждо, то можно просто пойти на природу, в лес, на пляж, в горы и побыть в одиночестве, наедине с природой, подумать опять о себе, поблагодарить за все и пожелать себе нового, хорошего личного года. Вот так вот коротко я вам рассказала, как символически нужно прожить первые 12 дней после дня рождения, чтобы заложить себе хороший год, новый свой личный год, потому что в астрологии считается, что ваш персональный новый личный год – это гораздо важнее, чем общепринятый Новый год, который для всех. Ваш личный год стартует каждый год с дня рождения. Вот запомните, и надеюсь, вам это будет полезным. Подписывайтесь, как всегда, на канал, ставьте лайк и до новой встречи. Пока-пока.